Скандал, начавшийся после того, как экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе рассказал об изготовлении под Тбилиси биологического оружия, получил новый импульс. МИД России официально отреагировал на приглашение в адрес отечественных экспертов посетить семинар, который пройдет в ноябре в той самой лаборатории имени Ричарда Лугара. Если помните, тема об американских усилиях по разработке под Тбилиси биологического оружия была поднята бывшим грузинским министром еще в сентябре. Тогда я записал ролик на эту тему. Теперь же скандал дошел до российского внешнеполитического ведомства. Причиной стало приглашение в адрес отечественных экспертов на семинар в лаборатории имени Ричарда Лугара. Он анонсировал на 14-15 ноября. Туда пригласили специалистов из более 2 десятков стран. Вот реакция МИД России. Естественно, российские специалисты не будут принимать участие в таком пропагандистском фарсе. Еще 13 августа сего года в Женеве на совещании экспертов государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия российская делегация уже выразила свое отношение к этой весьма сомнительной затее, заявили в МИД. Однако это еще не все. Как указывает российская сторона, вопреки попыткам сделать вид, будто лаборатория в пригороде Тбилиси открыта для контроля СМИ и общественности, там есть зоны, куда допускают только американских сотрудников. В третий уровень лаборатории имеют доступ только граждане США, которые получили разрешение на работу с секретной информацией. Все они наделены дипломатическим статусом по межправительственному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере 2002 года. Поэтому неудивительно, что наш МИД не верит сказкам американцев. Вот продолжение комментария по поводу грузинской лаборатории. На ее территории развернуто Управление медицинских исследований сухопутных войск США «Грузия». Американское военное ведомство, другие правительственные учреждения США и аффилированные с ними структуры оплачивают эксплуатационные расходы лаборатории, включая обеспечение ее безопасности, а также финансируют проводимые там исследования. Все это происходит в непосредственной близости от российских границ и не может не учитываться нами на предмет анализа обстановки в сфере обеспечения национальной безопасности. Можно было бы поверить тому, что говорят американцы, если бы лаборатория в поселке Алексеевка под Тбилиси была единичным подобным объектом на постсоветском пространстве. Но это не так. Украина. Американцы контролируют научно-технологический центр Украины, который с 1993 года является международной структурой с обладающими дипломатическим статусом работниками. Проще говоря, их не досматривают при въезде в страну. Что они ввозят на Украину, известно лишь в Пентагоне. Вот выдержка из документа, красным выделен пункт о дипломатической неприкосновенности. А вот другой документ, из которого следует, что Пентагон финансирует биолабораторию в Днепропетровске. В общей сложности на Украине функционирует 11 подобных лабораторий. В Армении, которая якобы выступает союзником России, действуют американские объекты в Ереване, Идживане и Гюмри. Да-да, в том самом, где расположена наша военная база, которая вообще-то гарантирует существование Армении как государства. Причем Никол Пашинян заверял, будто туда допустят российских специалистов. Он наврал. Вот данные по состоянию на сентябрь. Как удалось узнать корреспонденту EA Daily, на секретный объект на территории Еревана были допущены сотрудники одного из региональных российских частных институтов, не имеющие никакого отношения к государству. При этом визитерам было позволено ознакомиться с помещениями лаборатории, но не с содержимым боксов, где хранятся образцы штаммов и с химическими реакторами. И это не все такие лаборатории, их больше 3. Армения, напомню, входит в Организацию договора о коллективной безопасности. То есть вроде как выступает военным союзником России. Еще один союзничек из той же ОДКБ – это Казахстан. Думаете, в нем нет американских лабораторий? Они есть. Их 10, как и в Грузии. Вот данные Министерства обороны России по числу связанных с биологическим оружием объектов в странах постсоветского пространства. На Украине 11, в Армении 7, в Азербайджане 8, в Узбекистане 3, в Грузии 10 и столько же в Казахстане. Всего у границ России сконцентрировано 49 модернизированных на средства Пентагона объектов, имеющих отношение к биологическому оружию. Как это называется? Правильно, обложили. Не только нас, а весь мир, потому что по миру такие объекты дислоцированы в 25 странах, но 6 из этих 25 стран именно возле нас. Это, кстати, к вопросу о том, есть ли у России союзники помимо собственных вооруженных сил. По числу американских лабораторий сразу
всех союзников видно. Я думаю, что эти объекты числятся в списках целей нашего Минобороны на первых местах. И стрелять туда в случае малейшей угрозы нужно какими-нибудь термобарическими боеприпасами, чтобы ни одна зараженная смертельными организмами муха или комар не уцелели. Выжечь все до скальных пород. Потому что только идиот или либерал, извините за тавтологию, способен поверить, что вот этот американский патент на дрон с контейнером для разбрасывания зараженных насекомых, он разработан в оборонительных целях. Лучше ударить по всей этой дряни первыми, а союзнички пусть пеняют на себя, раз допустили к себе в страны такие человеконенавистнические технологии.